Всем привет! С вами Снежана на канале Мир Султана. Для тех, кто впервые на моем канале, я живу в Турции, рассказываю о жизни русскоговорящих, об этой стране и о своей жизни тоже. Дикили – город на западе Турции, в провинции Измир. Расположен на берегах Эгейского моря, вблизи Дикили находится очень живописная местность, в античную эпоху занятая греческой колонией Атарнеем. Зимой город становится почти безлюдным, за исключением местных жителей, живущих там круглый год. Ну что, мы накупались, загорались, но нам очень интересна эта деревня, поэтому мы с вами пойдем сейчас и погуляем. Да, кстати, ну что ж я все это время не говорю, где мы находимся. Деревня называется Бадемли-Köy. Бадемли-Köy. Пойдемте посмотрим, что из себя представляет эта деревня. Сегодня мы с вами отправимся в деревню Бадемли. Это часть района Дикили, которая находится в 7 километрах к северу. Население села не больше 2000 человек. Деревня Бадемли славится своим курук-шербетом. Курук-шербет – это кисловатый сок, который делают, отжимая недозрелый виноград. А также Бадемли-Köy – это шикарные виды и замечательные пляжи. Посмотрите, здесь все вязаное, велосипед такой вязаный, такие шишечки на деревьях вязаные, прям какая-то достопримечательность Бадемлика, вязаные шишечки на деревьях. Здесь написано, что этот бакал, то есть магазин, был открыт в 1939 году. Сейчас вот как бы эта дверь не работает, он не работает, но вот здесь зато вот рядышком есть такое что-то подобие магазинчика, он такой навесик продают всякие плавки, круги. В центре Бадемли-Köy, как в любом центре, в любом городе, в любой деревушке обязательно памятник Ататюрку. Короче, не очень богата деревня на достопримечательности, но вот есть здесь такое здание, оно закрыто, нерабочее, написано, что начало работать с 1967 года. Местные жители нам сказали, что это бывшая жандарма. Вот, смотрите, постройка 1946 года. Ну, с одной стороны, не очень-то и старая, но вот в ней никто не живет. Продают, хотят очень много денег. Так вот и будет стоять, пока не развалится. Ну, или пока все-таки кто-нибудь ее не купит. Это просто столб. Просто обмотали вот таким вязаным ковром. Это просто клумба для цветов. Это суджук. Ну, турецкая колбаска суджук. Я думаю, что произошла от слова сыджак. Сыджак значит жарко. А суджук, собственно, так и готовится, что он высушивается вот таким образом на солнышке. А потом мы зашли вот в такую кафешечку. Ну, здесь такая самая-самая обычная. Но здесь, в принципе, особо необычных нет. Здесь одна улица всего лишь с кафешками. И что мы заказали? В принципе, мы заказали все, что у них было в меню. Это булгур, салат, котлетки с картошечкой. Они как-то там по-особенному называются. Но, в общем, котлетки с картошечкой. Это бамья, это тазе фасолья. А вот это блюдо называется бörülce. Меня именно так и научили. Ну и сейчас мы начнем пробовать. Я вам признаю, что мы уже попробовали. Я уже в восторге от всего. Здесь все очень вкусно. Домашняя кухня.
Если вы будете в Бадемле, здесь, в принципе, долго искать не нужно это место, потому что здесь всего лишь одна улица. Вот это вот место, вот эта кафешка, да, она находится сразу напротив. Покажи, пожалуйста. Сразу напротив вот этого кафе. В этом кафе, в принципе, пьют только чай. А вот здесь сразу напротив кушают очень вкусную еду, которую я вам рекомендую. Надеюсь, вам понравилось видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, если еще не подписаны. Задавайте свои вопросы, на которые я обязательно постараюсь вам ответить. На этом все. До новых встреч. Ну а пока. Пока.